Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем вебинары по пятницам. Золотые капли мудрости Дуйко Андрея. Очень часто чувства, они делят людей на плохих и хороших. Поэтому на пути духовного роста человека в самом начале появляется необходимость в нахождении первородного чувства ко всем людям. Ну и в общем-то на первое место необходимо ставить к себе. Это чувство есть радость, а не любовь. Тем самым в случае, если это чувство существования и сосуществования совместного. И именно поэтому я и призываю очень часто, если вы занимаетесь медитацией, то занимайтесь медитациями с открытыми и закрытыми глазами все равно. Ощущая чувство радости. Ощущая чувство радости от того, что вы живете в миру. Ощущая чувство радости от того, что рядом с вами кто-то живет. Ощущая чувство радости от того, что вы просто живете. Это и есть самая главная медитация, которая может изменить человека. Ощущая чувство радости, мы изменим всю планету Земля. Ощущая чувство радости, мы изменим этот мир. Любовь это не любовь, это инструмент, как бы последнее это чувство радости. Любовь должна привести к радости. Будете ощущать радость, видя другого человека, у человека появится любовь по отношению к вам, и к вам потечет любовь. А куда течет любовь, туда текут и деньги. Радость является при этом самым важным компонентом во всей эзотерической доктрине. Это не является на сегодняшний день тайной. Я об этом все время говорю. Все остальное это как бы мелкие шажки, и изменить этими мелкими шажками, как правило, невозможно ничего. Ни чтением мантр, ни добиванием и поиском первопричин, поиском причинно-следственных связей, ни бесконечной молитвы и спасения. Мы не достигнем состояния радости, пока мы его не найдем в себе. Учитесь это делать. Вот что такое люди? Возьми человека из бедности, огорченного вечно, и переложи его тело в место, где он будет жить во дворце, и он не поменяет свое огорчение, он будет все время огорченный. И у меня очень часто вопрос такой вот, как бы к этим людям был: почему вы огорченные, у вас все есть? Вот я сегодня встречался с человеком, смотрел на него и думал, ну чего ты огорчаешься? У него там 2 детей, у него свой автомобиль, у него красивая молодая жена, он в общем-то здоровый, у него есть доход постоянно, несмотря на то, что в стране все плохо. Откуда вы взял это огорчение? Ему говорю, слушай, что ты все время огорченный? Он говорит, ну я заморачиваюсь, просто политика. То есть тебе мешает жить жизнь других людей? Я говорю, зачем тебе это? У тебя так все хорошо. Найди в себе состояние радости. Он говорит, я все время удивляюсь, глядя на вас, Андрей Андреевич, что такое все время счастливый человек? Я счастливый человек, потому что я нашел в себе радость. И именно этому я обучаю на всех своих ступенях школы Кайласа. Видел ли я когда-нибудь настоящую духовную силу? Да. Я видел духовную силу у человека, который был проявлением абсолютной внутренней радости. Ему было все равно, где он живет, ему было все равно, что он ест и на чем спит, но у него было удивительное лицо. В его глазах была радость. И он говорил, как ты этого не понимаешь? Жизнь такая прекрасная. Я все время говорил, как же можно понимать, что жизнь прекрасная, живя в такой нищете? Он говорил, ты ничего не понимаешь, сынок. Тебе нужно именно к этому стремиться. И когда придет время, и ты найдешь это будет самым большим счастьем. Еще один человек, тоже мой учитель, он когда-то говорил, Нарбакай, он говорил о том, что мы не то ищем, не нужно искать спасение Бога, не нужно искать. Нужно найти то, что называется внутреннее наслаждение, внутренняя радость. Найди вот эту внутреннюю радость, и ты будешь всегда рад от всего. Не доел, радуешься, переел, радуешься. Радуешься от того, что проснулся и заснул. Но вы понимаете, это не самовнушение сознания, так как люди очень часто пытаются самовнушением заниматься. Это не самовнушение, это не аффирмации. Это нужно найти. Это нужно найти в себе. Найдите это в себе. Именно поэтому и существуют учителя. Обратите на меня внимание, не знаю, как-то объединитесь со мной, посидите в тишине, посмотрите на меня, посмотрите и почувствуйте, насколько я счастливый человек. Но раз я ваш учитель, то пусть и к вам это перейдет. Пусть то, что было передано мне через моих учителей, перейдет к вам от меня.
И найдите в себе, пусть эта точка радостная, она всегда пульсирует, пусть она всегда там находится. Это большое счастье ее иметь. С вами был Андрей Дыко. До свидания.